Оце надо было так взбодрить меня с самого утра. Всем привет, вы на канале Guard.ua. Вижу, здесь есть классные легендарки. Это Свен, Спектра, Шаманка, МК и Дух пятерка. Плюс Гоблин есть еще. Можно через фулл мехов поиграть и через цветку керри. Но. Зная свою удачу, я так делать не буду, потому что мне мех элементарно не придет очень рано. Ну, как-то так. Поэтому гоблинов мехов я пока не хочу реализовывать. Я уже пытался несколько раз их записать. Я много раз откис в топ-8, в топ-7, в топ-6, в топ-5. Не хочется, чтобы пока что у меня опа болела по полной программе. Поэтому знаете что? Наверное, мы стартанем сейчас через охотников, либо же через орков. То есть через одну какую-то сборку. И мне бы хотелось поиграть через ТБшку. Хочу попробовать я в дальнейшем собрать драконов плюс ведьмаков и через керри Свена. Либо же через керри Спектру, то есть один из двух персонажей 100% будет. На самом деле, если у меня будет Свен и у меня будет Спектра, то там в любом случае можно любого керрить. Что Спектра, что Свен, они будут очень сильные персонажи. Плюс Свена в том, что у него массовая атака и очень много урона будет, как для себя. Но он также самое и бафает еще и союзников. Поэтому, в принципе, можно как через Спектру, так и через Свена. Нужно будет смотреть, через кого, ну, кто, соответственно, будет сильнее керри, и от него отыгрывать. Потому что, если, допустим, играть через Спектру, и он будет в двойку, а Свен будет в единицу, то Спектра, естественно, будет намного сильнее, потому что, во-первых, Свен будет бафать Спектру, у него будет намного больше урона, и, соответственно, будет бафать еще ее иллюзии. Поэтому там, в принципе, Спектра должна прям нормально выносить, так как если никого не будет в радиусе одной клетки, то там будут ваншоты от Спектры. Но это нам предстоит еще посмотреть, что будет приходить. Зная свою удачу, единственное, что мне может прийти, это болт на 28, а не Свен и Спектра в двойку. Это как бы, знаете, по дефолту. Тут как бы не надо даже гадалки ходить, придет мне болт на 28 и все. И делай, что хочешь. Неплохо. Не, ну такой старт мне тоже устраивает. Мне пришел Резак, пришла панда. Можно попробовать через кунг-фу сыграть. Я, естественно, не особо уверен, что мне придет кунг-фу нормально. Эх. Я возьму маску. Поставлю сейчас пока что на монетку. Хотя в самом деле, наверное, мне нужно было брать уровень. Хотя мне некогда было взять уровень. Я на мгновение подумал, что мне нужно было бы взять уровень. Вот меня вынесли без единого шанса. И поставить АМа. Если бы я поставил АМа, скорее всего бы здесь этот раунд и затащил. Так как АМ под маской, он нереально много дебафает. А неплохо мне сейчас пришло. Даже тренд у меня есть. Обалдеть. Ну, кстати, если у вас есть маска второго тира, и АМ в двойку со старта, и есть много персонажей, которые зависят у противника от маны, то поверьте, АМ будет душить нереально. Со старта все нуждаются в мане, чтобы выносить своего врага, но по итогу выносите это вы его. Потому что маны у противника нет, а что делать? С руки не все дамажат. Но это не работает, если против вас какие-то охотники. Ну, к примеру, да. Если просто против вас какие-то охотники, то это работать не будет как надо. Если же у вас против вас противники, которые зависят от маны очень сильно, такие как вот, допустим, гоблины мехи, кто еще, маги такие, то вы можете спокойно брать АМ в двоечку, ставить на стол и выносить все и вся. Потому что мана регена у них вообще не будет. Вау. Вау, мне бабка пришла на 5-м раунде, обалдеть. Давно такого не происходило со мной. Я, кстати, сейчас палку скипну. Жалко. Жалко. Ну, в принципе, минус 6 армора под бабку пойдет. Единственное, что у него очень долго мана регенится. И, скорее всего, импакт будет минимальный. Скорее всего, будет импакт минимальный. Трента я оставляю. Может, он мне придет ранее в двойку, либо... Ну, конечно, конечно. У меня панда состоит со второго раунда. А чел нашел сейчас уже себе кунг-фу панду хитреца. Даже 2 панды он нашел. Замечательно. Ну, я удивлен? Ни грамма. Ни грамма не удивлен. Так вот, бабка со старта под этим предметом на минус армор, в принципе, неплохой персонаж, так как она своей способностью может только минус армора настакать. И вот сейчас, кстати, посмотрите, то, о чем я говорил, что АМ нереально душит. Резак был под бафом гоблинов. Если АМ бы ему ману не выжигал, скорее всего бы этот противник меня вынес. Но, что произошло?
Правильно. Моем его задушил. Опа. Наныл. Наныл. И тренд, и это, и то. Ничего себе. Так, мне бы усиление. Так, панду продам. Хитрец пусть стоит. Вот эта панда, которая мне сейчас упала, хитрец, не хитрец, а нефритовый генерал, он же панда-шаман. Боже, какая-то сильная панда. Если она в двойку приходит со старта, это даже в единицу настолько импакта вносит, особенно когда убивает своих врагов. Это нереально мощный персонаж. Да я думаю, о чем я вам рассказываю? Кто играл на нем уже, тот уже видел его, насколько он мощный. Душит просто на 110%. Давненько я не играл через ТБшку. Он вне меты. Причем очень сильно вне меты. Да, неплохо он пришел. В двойку. Ну, почти в двойку. Возможно, если ранний он придет в двойку, то будет все хорошо. Возможно. А чё, где мои друиды? Можно мне друида, хотя бы одного друида, чтобы я смог апнуть трента в двойку? Трент в двойку мне нереально будет бафать. А, там чел еще один собирается через ведьмаков. Я тебя услышал, дорогой мой. Я тебя услышал. Угу. Смотрите скиллуху. Чел на охотнике на 8 раунде имеет 3 двойки. Причем 2 двойки очень сильные. Это 2 орка-охотника. Угу. Он еще с рогом войны. Прикол. Ну, не, это скиллуха, это по-любому скиллуха. По-любому на скелет сейчас затащил. По-любому, тут гадалки не ходи. Скиллуха сразу видна. Издалека причем. Эх, жалко, мне никакого усиления не приходит. Я пока что Тинкера скипну. Ну, не скипну, я его поставлю на лавку запасных. Мало ли он мне придет в двойку. И все-таки, наверное, уровень поставлю. АМ как-никак он мне нужен. АМ как-никак мне нужен. Он высасывает ману, и он очень сильно, очень душит. Очень душит своего врага. Так, кунфуист против меня. Ага, окей, поехали. Чел поставил автохекс. Это ему не поможет. Я больше в шоке с того чела, который сейчас с 2 орками-охотниками в двойку. Может, ты еще и в тройку его соберешь, ну так, до раунда 12-го. То есть 2-3 раунда, и у тебя, чтобы сейчас он в тройку был. Ну, так, чтоб для баланса. Для баланса. Жалко, монетку только что не смог забузить. Обидно. Тренд мне, похоже, не придет никогда в жизни. Мне уже хочется их продать, что, наверное, я и сделаю. Я лучше выйду в деньги. Стабильные 20 монет. Вот это вот мне сейчас искать фуру, искать других друидов, они мне могут элементарно не прийти до раунда 20-го, и что, у меня будет 2 трента стоять на лавке запасных и смотреть, как меня выносят? Мне и так зрителей достаточно. Тут как минимум 7 есть, которые будут наблюдать. Чувака, кстати, ник прикольный. Корот-киллер. Убийца морковок. Омник. Так, молот молнии я возьму. Под бабкой молот молнии будет нереально мощным. О, отлично. Мана плюс 40 еще пришло. Сейчас бабка со старта будет так навешивать тюлелей. Так, АМчик сюда. Так, расстановку сделаем. Так, что бы я хотел вообще в целом от игры? Я бы хотел раннее усиление. Я бы хотел усиление в виде ТБшки в двойку. Я бы хотел, наверное, чтобы мне нефритовый генерал в двойку пришел. Там фуловый охотник есть. 6 охотников уже. Сильно. Ладно, я слишком много захотел. Я бы хотел просто обычное усиление. Человеческое усиление. Что-то как-то молнии плохо сработали только что. Ну ладно. У меня тинкер усиляться вообще не... Вау!
Вау! Вот это реально вау. А как так? Хитрец на 12-м раунде. Знаете, что это может значить? А это может значить только следующее. Я сейчас могу. Я, кстати, full пант выставлю. Может, мне повезет. Ко мне придет снисхождение. Я смогу апнуть хитреца в двойку. И генерала в двойку. А знаете, кто мне будет приходить? Мне будет приходить пивная панда. Я 100% в этом уверен. 100%. На 200% я уверен в том, что мне будет приходить пивная панда. А неплохое такое усиление. Вот то, что я говорил, мне будет приходить пивная панда, и мне пивная панда такая: сюда! Я, кстати, ТБшку уже поставлю. Во-первых, у меня баф ведьмаков первую будет. 13-й раунд, 41 монетка. В принципе, неплохо. Мне бы сейчас, знаете что? Найти волшебников. Поставить волшебников, у меня было бы 4 кунг-фу. Ну, естественно, мне Марси нужна. Без Марси не будет 4 кунг-фу. Но я думаю, я найду. Боже, я как смотрю на эту вот ТБшку, сразу вспоминаю вот типа полгода выноса, не знаю, выноса всего только что можно. Адские полгода, когда ТБшка выносила любую катку, абсолютно. И абсолютно в каждой катке ТБшка был. Абсолютно. Знаете, я от этой мысли аж немножечко понял, что сейчас вроде бы как бы нежить задалбывает, но не настолько сильно, как в предыдущем патче задалбывал ТБ. Когда абсолютно в каждой игре были по 3-4 ведьмака, по 3-4 кунг-фу, и все пытались друг друга переиграть либо ваншотами, либо же обалденным ТБшкой, который выносил все и вся. Да, это было жестко. Это было очень жестко. Не хочу еще раз, чтобы такое повторилось. Мне сейчас на самом деле больше устраивает мета, нежели вот эта тема с ведьмаками. Сейчас намного больше меня мета устраивает. Я бы сказал, сейчас намного как-то приятнее играть даже у хитрец и Марси. Так что, ты, может, мне сейчас кунг-фу панда в двоечку придешь, а? Снизойди ко мне, приди в двойку. Придет в двойку, будет замечательно. Хотя она в двойку ко мне не придет. Я более чем уверен, что ко мне в двойку не придет. С моей удачей единственное, что может прийти, это, как я вначале сказал, болт на 28. Но это все равно. Не, ну конечно, может мне сейчас повезет и ко мне придет Свен Спектра ранее. Хотя о каком везении я говорю? Какая Свен Спектра ранее? Знаете, что самое забавное? Если вы играете через панду, у вас появляется кунг-фу, вы максимально сидите в экономике, минимально получаете по лицу, и, скорее всего, возможно, даже не получаете по лицу. А все из-за того, что когда вам падают хорошо панды, и плюс есть кунг-фу, то они даже в единицу могут развалить очень-очень сильно. Вот эти ваншоты, они очень душат. Я, наверное, нефритового генерала пока что поставлю. Панду шамана. Панда шаман мне как-то больше внушает доверие, нежели кунг-фу панда. Если бы у меня была фуловая кунг-фу, я бы незамедлительно поставил бы фуловое кунг-фу и играл бы через этих панд. А так как у меня есть панда-шаман, причем двое, они сейчас кирпичный завод такой устроят, что там противник максимально обалдеет. И, возможно, мне уже стоит закупать драконов, хотя... Хотя, наверное, нет. Мне, наверное, не стоит закупать драконов сейчас. Знаете почему? Потому что у меня нет ни Свена, ни Спектры. У меня, конечно, есть ТБшка. Но я в ТБ не настолько верю в этом патче. Короче, разберемся. Ну, тут чел, естественно, пришел. Ну, ни капли не имба.
Все на скилле по-любому сделал. Абсолютно на скилле все. Куча двоек у него со старта, но он все на скилле сделал. 4 двойки со старта. Вот этот тролль берсерк. Ну, кстати, стайл там неплохо собирается. Он собирает убийц ведьмаков, но у него уже мало хп. У него есть режелиз. Ну, он может не дожить до своей пиковой силы. Если доживет до своего пика, то будет все очень сильно. Так, вот охотнички. Вот кирпичный завод. Как же я обожаю этот кирпичный завод. Насколько же он мощный. Чпуньк. Замечательно. Еще и кунг-фу сработало хорошо. Надо максимально в уровень выходить. Если не иду в уровень, то я не смогу найти спектру и не смогу найти Свена. Я даже, знаете что? Не знаю, мне может идти сразу в 10-й. На 10-м уровне у меня будет 6% шанс на выпадение фигуры. Но что конкретно мне будет приходить? Вот это вот вопрос. А знаете, какой меня еще вопрос интересует? Если собрать фул ведьмаков... Нет, она не будет так работать. Я более чем уверен, что не будет так работать. В общем, что я хотел только что сказать. Я на мгновение подумал, что если собрать фул ведьмаков, то вот эта панда-шаман, которая накидывает кирпичи, будет тоже бить чистым уроном. Но сейчас понял, что это способность. И из-за того, что это способность, она не будет бить чистым уроном. Она будет бить физическим уроном бить. Ну почему мне опять эта пивнуха приходит? Алло. Неужели я не заслужил панду в двойку? 2 панды в двойку, а? Ну пора. Можно было бы через шаманов сыграть. Через 6 шаманов. Было бы сильно. Я на самом деле не хочу. Хочу на чем-то необычном. Шаманов я успею показать. А вот Свена через драконов и ведьмаков не всегда смогу показать. Может даже у меня получится показать вам не Свена керри, а ТБшку керри. Ну, это будет вообще развал. Я что-то, кстати, не понял, каким образом у моего ТБ стало сразу минус 50% хп. Но он только что тэпнулся, блинканулся, и сразу минус 50% хп произошло. В чем прикол? Как так вышло? Ну-ка в комментариях поясните меня. Поясните мне в комментариях, как только что это вышло. Почему у меня у ТБшки было сразу минус 50% хп, как только он блинканулся. Не понял. И давайте наколедуем все-таки волшебника. Волшебник необходим. А еще уровень необходим. Ну вот, скилловичок сидит. А, так ты воинов собираешь? Ну давай, удачи, собирай воинов. Собирай воинов дальше, молодец. Я только тебе руку пожму. Я сейчас против тебя соберу и кунг-фу, и ведьмаков. Будет тебе двойное проникновение. От кунг-фу и от ведьмаков. Так, мне ДК пришел. Я бы хотел ДК взять. У меня, скорее всего, даже кунг-фу уже не получится собрать. Надо потихоньку драконов собирать. Я буду перестраиваться. Так, винтовочку берем. Я буду перестраиваться. Перестраиваться я буду уже в драконов-ведьмаков. Тут предметы я не могу никакие нормальные взять. Мог бы броню взять, но оно мне бессмысленно. Хотел бы я хотя бы еще одного волшебника. С одним волшебником поставил бы фуловых ведьмаков. Было бы попроще. Кстати, когда соберу драконов и ведьмаков, мне ж мана не нужна будет. У меня ТБ сразу перевоплощаться начнет, потому что фул мана будет. Обидно, конечно, что мне кунг-фу панда не пришла в двойку, нефритовый генерал в двойку не пришел, но что поделать. Такая жизнь. 2 гритера есть. Там странные какие-то гритеры. Меня вот этот стайл напрягает немного.
У него интересная задумка. Убийцы через... Ну, как-то пока как-то слабо. Он еще и вылетел. Минер. То есть, я не играю сейчас через мехов, и мне на 21 раунде приходит минер. Я бы, когда играл на гоблинах мехах, все бы отдал за то, чтобы мне пришел очень ранний минер. О, спасибо. Спасибо хотя бы. Ко мне пришло снисхождение. Мне наконец-то пришел волшебник. Спасибо тебе огромное. Собираем драконов уже. Может быть... Или не... Знаете, как можно было бы еще переиграть сейчас? Собрать 4 ведьмака, 5 драконов и закерить Эмбера. Это убийца панда. А как он Эмбера собрал в двойку сейчас ставил? Чтобы вы понимали, учила сейчас 6 убийц, 4 ведьмака через Эмбера. Чую, будут проблемы. Как-то слабо. Меня как-то... Не знаю, что-то как будто не так через ТБ, когда играешь. То есть, когда ТБ перевоплощается... Еще одна пришла. О, кунг-фу. Поставим сейчас фуловое кунг-фу. Оно пригодится. 4 кунг-фу, 4 ведьмака. Замечательно? Считаю, да. В общем, что я хочу сказать. Хочу сказать следующее. У меня почему-то есть такое ощущение, что когда ТБ перевоплощается, то баф ведьмаков с дубликата ТБ скидывается. У меня есть такое впечатление. Поправьте меня в комментариях, если я не прав. Но, по-моему, он... Не, ну скиллуха. 10 уровень, 24 монеты, нашел 2 импрески, нашел фуловых сейчас шаманов. Скиллуха, по-любому скиллуха. Ну тут, гадалки не ходи, это скилл. Это скилл. Мне что-то вообще не нравится пока мой билд. Меня выносят все, кому не лень. 59 хп уже. Как же это плохо. Очень плохо. Не знаю, может расстановку поменять немного. Меня бесит этот чел на шаманах. Нашел 2 импрески. У него 22 хп, я надеюсь, что он вылетит. Но 2 импрески найти... Скиллуха. По-любому скиллуха. Тут. О, воин. Кто ты? Воин. Не знаю, реально как-то ТБшка, когда перевоплощается, все очень плохо у него. У меня реально есть впечатление... А, ну да, конечно. Баш сработал. Баш сработал. 10% шанс мне срабатывает баш на 3 секунды. Это тролля. Скилл. Что может быть лучше, чем этот скилл? Невозможно даже лучше сейчас выйти из инкама. Взять 10-й. Я уже... Да, я уже распродам кунг-фу. Вот у меня будет 50 монет. Выставлю как-нибудь уже свой стол. Я надеюсь, хотя бы от мобов сейчас не откисну. Сейчас будем полностью собирать драконов. И будем играть через драконов, ведьмаков и через ТБ. 2 дракона у меня есть. Мне нужно еще 2 дракона найти. Благословит меня рандом. И мне придут ранние 2 дракона. Будет сейчас рофельно, если ко мне 2 дракона не придут. Вот это вот будет рофельно. Так, один есть. Есть. Улучшение есть. Отлично. Так, купить и сразу брать, чтобы он мне не мешал. Я цепочку возьму. Цепочка как-никак для меня будет хорошим предметом на отхил. Нужны драконы. Так, отлично. Есть еще одно усиление. Так, Вайпер пришел. Убираем его сразу, чтобы он не занимал место. Так, 4 дракона есть. Нужен 1 дракон. Отлично, 1 дракон есть. Все, все найдено. Так, панду убираем. Панду удаляем. Предметы на ману сейчас скипаем. Это тоже предмет скипаем. Он не нужен. Башер скипнем.
Мьёльнир и Бессмертие. Я возьму Мьёльнир. Хотя, если я бы играл через Свена, то мне надо было бы брать не Мьёльнир. Хотя мне и тот предмет нужен. В общем, я думаю, я не ошибся, что взял Мьёльнир. По крайней мере, я хочу в это верить. Мне и Бессмертие нужно было бы, если бы я играл через Свена. Мне и Мьёльнир нужен. 9 охотников. Сюда. Или меня сейчас вынесут. Нет, нет, не бей. А, я вечно баша. А, ну, понятно. Мне только что баш Мирана накинула, и я проиграл из-за этого. Понял, принял. 9 охотников, конечно, душат, если у вас есть милишный керри. Если у меня будет Свен, але мне нужна обязательно спектра. Знаете почему? Если против меня будет 9 охотников, ну, доживет до конечных раундов, и никто другой его не вынесет, то до конечных раундов мне нужно, чтобы не пришла спектра. Обязательно. Спектра юзнет свою способность, и охотники будут бить эти иллюзии, которые на них висят. Буду тратить много времени. В это время у меня Свен спокойно дойдет, на инвалидной коляске докатится и будет выносить. По крайней мере, надеюсь, что так оно и будет. А то я знаю этого Свена. Как-то так расстановку сделаю. Выйду сейчас 50 монет, потом буду ролиться. Так, стайл. Ничего себе. Вы видели прикол? Он меня Эмбером ваншотнул. О, так, это усиление хорошее. Сейчас все мои фигуры будут бафаться под Свеном. Не знаю, надо попробовать поролиться. Или не пробовать пока поролиться. Или пробовать поролиться. Ну, Спектра, ну приди, а. Это какое-то казино. Это какое-то казино. Мне Нигма пришла, а не Спектра. Замечательно. МК пришел. Ну, закон подлости. Закон подлости. Кому-то за 50 монет приходит и Свен в двойку, и Спектра в двойку, но это явно не мне. И не в этой катке. Это воин против меня, но воин уже... Воин уже все. Воин уже скис. Убийца морковок, ты хотя бы тоже откиснешь, надеюсь? Меня только что залагало, что я мог купить одного перса. Очень плохо. Ситуация плохая. Не знаю, может мне сейчас все шмотки перекинуть с ТБшки в Свена? Стайл... Ну, Стайл как-то сильно расфармился. У него, кстати, еще есть медальон второго тира, который отражает 50% урона. Против моего Свена это проблема. Как-никак я себя могу ваншотнуть, а не его. Просто 50% не вернет, и все. И гуляй, Вася. Ладно. Молимся всем богам рандома, чтобы сейчас мне пришло усиление. Я, конечно, верю в Свена, но не настолько сильно. Законтрить его... Ну, конечно, чел Спектру нашел себе. Отлично. Что могло еще произойти? Вот это вам скиллуха, да? Ну, как-то 9 охотников быстро закончились. Я не думал, что настолько все быстро произойдет. Дезолятор упал. Но дезолятор я возьму. Он дает пока 30% урона, а в процентном соотношении, когда скилл юзнется, там будет намного больше урона. Знаете, что забавно? Чел на воина до сих пор сидит. У него 51 монета. Ему нужно перестроиться, но он ни в кого не перестраивается. Тут как минимум есть 2 ведьмака против него. Но Эмбер очень жесткий. Что делать с этим Эмбером, пока мне непонятно. В идеале мне нужна сейф-шмотка. Мне нужно бессмертие и желательно мне нужно БКБ.
Там против меня есть кунг-фу шаман. Это проблема, это заноза. Прилетит какой-то шальной хекс рандомный, а у меня вся сила в Свене, и он будет АФК у меня стоять и все, и делай что хочешь. О, я уже надеялся. Я уже надеялся на то, что мне придет Свен двойку. Ну, ладно. Так, рефрешер мне не нужен, БФ мне не нужен, я это скипаю. Мне надо сейф шмотка какая-то. Дезолятор мне не нужен. Я скипаю это. Бессмертие я возьму. Цепочку тоже возьму. Как-никак это контроль. Будет полезнее, чем дезолятор, хотя в самом деле дезолятор дает мне 30% урона. Возможно, зря я скипнул дезолятор, но не уверен. О, он перестроился. Дракона ведьмаке. 53 монеты, он перестроился в драконов ведьмаков. У него есть спектра, у меня спектры нет до сих пор. У него Свена нет. Это хорошо, что у него нет Свена. Пусть играет через спектру. Свен и спектра это такая сильная комбинация. А, ну тут чел в двойку спектру нашел. Хорошо, что у меня была цепочка. Видели? Благодаря цепочке он на ХК простоял. А я его вынес. Ну, почти. Почти полностью вынес, можно так сказать. Ну прийти, ну спектра, Свен. Да. Я ружье все-таки Свену обратно верну. Как-никак это скорость атаки. Серьезно? Серьезно? Ребят, вот вам подтверждение того, насколько ты можешь быть скилловым. Но этой игре плевать. Плевать на твой скилл. Вот сейчас я жду комментарий. Не, не, меня не... Хорошо, что у меня сейчас бессмертие было. Видели, насколько бессмертие затащило? Есть! Есть! Мне не нужна импреска, мне нужен Свен в двойку. Ясно. Не спектры, не Свена. Ну и ладно. Ой, какой же потный матч. Немножко отставил этих ребят. Так как если у кого-то есть цепочка, он мне может цепочку на лицо накинуть. Там Свен у него в двойку. Жду комментарии. Ребят, байт на комменты. Байт на комменты. Жду в комментариях, чтобы мне написали о том, насколько сейчас скилл повлиял. Угу. Мне показалось на мгновение, что чел еще и спектру в двойку нашел. Я уже хотел с отвиснутой челюстью сидеть. Благо мне хекс на лицо не прилетел. И благо я сейчас себя не ваншотнул. Из-за того, что там Никс. Он мне полностью отразил весь мой урон. Я еще и выиграл! Есть! В такой-то игре я выиграл. Прекрасно. У меня нет слов. Просто нет слов. Жестко, да? Я тут добавить даже ничего не могу. Вот чел, который играл через шаманов, не знаю почему он расформировал ведьмаков. Ему нужно оставаться было до конца со своими ведьмаками. Было бы намного сильнее, потому что у него Свен в двойку. А со всеми ведьмаками он бы себе столько урона сделал. В общем, скорее всего, он проиграл из-за того, что он сделал такую ошибку. Если бы он не сделал такой ошибки, было бы все замечательно. И очень повезло мне сейчас. Ну, не, скиллуха. На скиллухе я заэвейдил его хиксы, и у меня Свен их ваншотнул. Все, в принципе, скилл. Я показал только что максимальный скилл. У меня здесь нечего даже добавить, прокомментировать. Вы сами все видели.
Было жестко, было прикольно, было необычно. Я до конца на самом деле не верю, что я хотя бы займу топ-1. Как-то так, как-то так. Ну, в принципе, что ж. Всем огромное спасибо за просмотр. Не забудьте оставить свой лайк, комментарий, а также подписаться на мои каналы. Цель на ютубе 5000 подписчиков, а на телеграме 1000. Присоединяйтесь, не стесняйтесь, телеграм закреплен в комментариях. Всем удачи.